Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Сегодня у меня для вас на обзоре торговая марка C&I и ее продукты. На самом деле, эту торговую марку я знаю уже давным-давно. Она уже знакома, наверное, всем, потому что это была одна из первых торговых марок, которая появилась на рынке России. И сегодня мы потестируем ее гель-лаки, причем цвет гель-лака безумно красивый, мне очень понравился, очень нежный, очень интересный персиковый оттенок, и пасты этой торговой марки. Итак, что же вот это за материал в баночках? Это гелевые краски с минимальной остаточной липкостью, которые имеют определенную консистенцию, которая позволяет рисовать тонкие линии, позволяет рисовать вензеля и позволяет создавать легкий объем. То есть даже в объемный слой они просыхают. Именно это свойство этих красок мы будем сегодня использовать, потому что создаем серию очень нежных дизайнов, которые безумно хорошо подойдут на ближайший свадебный период. Поэтому вот такие вот дизайны вы вполне можете предложить невестам под нюдовые платья. Да и под белое платье тоже такой дизайн замечательно подойдет. Итак, что мы сделали? Мы покрыли наш типсик цветом, перекрыли его матовым финишем и поверх матового финиша кисточкой лепесточек рисуем объемные цветочки. Все ссылочки на используемые материалы и кисти я оставлю вам в описании. После того, как просушили наши цветы, добавляем мелких белых вензелей. Кисточка очень удобная, очень тонкая, очень интересная, с довольно длинным ворсом. Если вы любите кисти с длинным ворсом, она вам замечательно подойдет. Кисточка тоже от C&I. При рисовании наших вензелечков следим за тем, чтобы они сохраняли свою объемность. То есть выставляем капельку материала, вытягиваем тоненький хвостик таким образом, чтобы высота материала на всей протяженности элемента сохранялась. Еще раз повторяюсь, материал разработан именно для того, чтобы создавать легкие объемы, поэтому он замечательно просохнет в такую высоту. Конечно же, нам необходимо добавить серединки нашим цветочкам. В качестве серединок я использую вот такой вот блестящий гель. Это украшает наш дизайн, добавляет ему фактурности и интереса и добавляет легкого всполоха в нашем дизайне, который тоже будет не лишним. Потому что, как вы знаете, я люблю все, что блестит, и у меня клиенты любят все, что блестит, поэтому такой образец им зайдет как никогда. Ну и, в принципе, и ваши клиенты тоже в основном любят то, что блестит. Итак, второй вариант нашего дизайна. Напоминаю, все эти дизайны можно использовать в качестве свадебных дизайнов ногтей и предлагать именно в свадебный сезон. Создать сейчас свадебную планшетку будет как раз самое необходимое, потому что уже сейчас активно подают заявления в ЗАГС, и скоро откроется свадебный сезон, потому что везде уже теплеет. Итак, на этом варианте дизайна мы с вами нарисуем вензеля. Вензеля будем рисовать, опять же, объемные. Для того, чтобы создать объемные вензеля, нам необходимо несколько слоев, потому что в один слой, если мы будем создавать полный объем, то он, скорее всего, в такую толщину не высохнет. Итак, наносим первый уровень объема, его хорошенечко просушиваем и при помощи тоненькой кисточки, слегка разбеляя тот оттенок, который у нас был основным, начинаем прорабатывать более объемные части.
Далее, еще больше разбелив основной цвет, выставляем всполохи на наших вензелях, то есть прорабатываем те объемные элементы, которые у нас самые высокие, добавляем им еще более объема в качестве капель и плюс в качестве визуального эффекта, потому что чем светлее цвет, тем объемнее смотрится элемент, и добавляем некоторые вензелечки просто по фону для того, чтобы разбавить это все мелочушками. Ну и для того, чтобы это смотрелось вообще замечательно, кое-где пробегаемся с полохами белого оттенка, то есть пробликовываем свой дизайн. Ну и как обычно, можно было, конечно же, остановиться еще 3 уровня назад. На первых вензелях это было уже симпатично. Но я, как всегда, не умею держать себя в руках, поэтому я добавила сюда еще вот таких вот сердечек, которые символизируют будущую любовь между женихом и невестой. Ну, это как я себе придумала, как мне видится в этом месте. Ну и потом мне, конечно же, захотелось еще чего-нибудь необычного, поэтому я эти сердечки покрыла тем гель-лаком с блестюшками, которым я рисовала перед этим серединки цветочков. Но этот весь бардак я вам показывать не буду, потому что все равно кто-нибудь в комментариях будет писать, что зачем вы так много всего сюда напихали. Ну а следующий дизайн ногтей у меня еще одна попытка сделать дизайн в стиле минимализм. Да, у нас такой вот тоже очень выдержанный, очень свадебный дизайн. Но опять же, стиль минимализм по-шулуновски выглядит очень своеобразно. Мы рисуем заготовочку под свой дизайн. В этой заготовочке располагаем вот такую вот ромашку, не ромашку. На этом можно было остановиться, но мне показалось мало, поэтому я располагаю еще 2 ромашки. Ну а потом мне стало совсем скучно, поэтому я добавляю сюда еще кучу беленьких вензелей, причем я очень долго думала, куда их добавить. То ли их добавить на большую часть типса, и тогда будет стиль минимализм вообще, как я люблю, либо добавить все-таки в меньшую часть типса и сохранить вот эту вот минималистичную направленность. Решила все-таки пойти у вас на поводу и сохранить минимализм. Итак, заполняем все вот это пространство маленькими, тоненькими встречными вензелюшками. Безумно красиво смотрится, и как я вам говорила в одном из прямых эфиров, кто видел этот эфир, напишите мне в комментариях, что вот такие вот вензелюшки всегда станут вашей палочкой-выручалочкой в любой непонятной ситуации, потому что любую зону на ноготочке можно заполнить вот такими вензельными элементами, и вы получите очень нежный, очень ажурный, очень стильный, очень востребованный дизайн ногтей. Напоминаю, что ссылочки на все используемые в данном ролике материалы вы найдете в описании к ролику. Загляните туда обязательно, чтобы ничего не пропустить. Итак, заполнили наш минималистичный дизайн, и
И опять же добавляем блестюшек. Ну, очень красиво мне понравилось, как смотрится вот этот вот розовый блестящий гель на этом сочетании цветов. Ну и раз я уже в 2 дизайнах из 3 добавила эти блестюшки, то, конечно же, их надо добавить и в 4. Вот, собственно говоря, такая серия свадебных дизайнов у нас с вами получилась. Надеюсь, они будут вовремя для вас. Надеюсь, вы успеете их отработать. И надеюсь, вы их в этом свадебном сезоне, конечно же, примените на руках ваших клиентов. Я же была рада сегодня вас увидеть на своем канале. Не забывайте ставить лайк и подписываться. Я же на сегодня с вами прощаюсь. Всем до новых встреч. Пока!